Доброго времени суток, уважаемые сталкеры, вы на канале Nixon Play. Победителями в прошлом розыгрыше стали Сталкаш 1, Эпхари, Азазас, Макс и Безумный Шляпник. Поздравляю, призы я отправил на кладовщика кухни Гурмана. Всем, кроме игроков РУ-1 и РУ-2, свои призы вы получите 7 июня. Кому не повезло в этот раз, не расстраиваемся, для вас у меня новый розыгрыш на ящик со шлемом К6 забрала. Для того, чтобы принять участие в нем, тебе необходимо подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором обязательно укажи свой игровой ник и сервер, на котором играешь. Итоги розыгрыша мы узнаем в следующем видео. Желаю удачи! Ну что же, как и обещал, я подготовил для тебя видео, в котором расскажу про тот самый долгий, нудный и слегка запутанный фарм очков торговли для чистилища. Постараюсь изложить все детально и по порядку, чтобы ты не запутался. Желаю приятного аппетита, если кушаешь. Проблемы с захватом базы или боитесь не удержать свою? В таком случае рекомендую обратиться за помощью к клану Наемники. Эти ребята знают, как побеждать. Каждый боец — это проверенный временем и боями профессионал. Слаженные действия, четкая тактика и молниеносная реакция не оставит ни единого шанса противнику. Нужна поддержка в бою? Обращайся к тем, кто умеет решать вопросы силой. Все необходимые контакты для связи есть в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Клан Наемников — ваша личная гарантия победы. Наша история начинается далеко за пределами Везувия, а именно на Новой Земле острове Северном в поселке Зимовье. Туда ты сможешь попасть через летчика Миколы Афанасьевича, который будет всегда ждать тебя на взлетно-посадочной полосе на локации аэропорт. Только вот для перелета должны быть выполнены некоторые условия, и самые простые из них — это прокачать своего персонажа до 75 уровня, или же набрать 3000 очков репутации у АП Канукова. После перелета беги в середину квадрата Б21, перебивай точку возрождения, бери грелку и одевай зимний сет. Он тебе тут будет необходим. Как соберешься, выдвигайся в квадрат Б13 к Аркадию Ржавому, переговори с ним и отправляйся на первый остров на катере с самоедом. Прибыв на первый остров, тебе необходимо облазить его полностью до тех пор, пока не появится надпись. Все очевидные находки на первом острове сегодня сделаны. Мне еще может повезти, но проще дождаться завтра. После этой надписи дождись самоеда и езжай на второй остров. Собирай находки до тех пор, пока не появится снова такая же надпись. Затем по такому же принципу обойди и третий остров. Для того, чтобы не плутать и быстро найти все находки, советую обратиться за помощью к сайту SEO Wiki. В поиске вбивай археологические находки и нужный тебе остров. Как обойдешь все острова, возвращайся к Аркадию Ржавому. Поговори с ним и получишь квест «Не золотая коллекция». Все, что по нему необходимо добыть, у тебя будет указано в задании. Параллельно с этим заданием появляется еще одно – «Ржавые темные дела черного копателя». По нему тебе нужно найти Петра. Петр стоит на северном острове в квадрате Б44. В первый раз Петр потребует от тебя 5 шкур полярного волка и 2 шкуры белого медведя. Взамен он даст тебе золотую монету, старинный перстень с печаткой и просто старинный перстень. Эти драгоценности неси и сдавай Ржавому. Остальные предметы, требующиеся по заданию, тебе нужно будет ежедневно лутать на островах, или же, если есть деньги, просто купить их с доски. Как полностью закроешь квест у Ржавого «Не золотая коллекция» и заберешь свою награду, возвращайся к Петру. Теперь тебе у него доступны ежедневные задания. 8 шкур полярного волка на перстень, Петр шкура медведя за монету и Петр шкура медведя за перстень. Эти задания многоразовые и сдаются раз в 3 дня. Собственно, для этого и было рассказано про предыдущие манипуляции с островами и с Ржавым, так как без выполненного задания «Не золотая коллекция» на многоразовые задания у Петра попросту не выйти. Если у кого-то уже сделан этот квест, тогда вообще супер, делов будет намного меньше. Ты новичок, который нуждается в помощи? В таком случае у меня для тебя подарок. Просто вводи промокод Nixon в меню игры. Он подарит тебе премиум статус, бронежилет и другие расходники, которые значительно упростят тебе игру и помогут быстрее прокачать своего персонажа на старте. Промокод работает абсолютно на всех серверах и неважно, где ты играешь. Только вот время его использования ограничено, так что поторопись забрать свой бесплатный подарок. Еще в этом видео я спрятал уникальный промокод, который подарит тебе премиальную подписку на 30 дней совершенно бесплатно. Для того, чтобы получить премиум на халяву, тебе нужно всего лишь найти промокод в видео и быстрее всех ввести его в меню игры. Промокод можно активировать на любом сервере нашего любимого проекта StayOut. Только вот промокод одноразовый и активировать его может один человек. Итак, вернемся к схеме заработка очков в торговлю. Раз в 3 дня у Петра обмениваем 2 перстня и золотую монету. Несем это все Ржавому и сдаем за деньги и очки торговли. Ржавый принимает старинный перстень за 394 тысячи и 60 очков торговли, старинный перстень с печаткой 543 тысячи и 100 очков торговли и золотая монета 495 тысяч и 100 очков торговли. В общем, выходит 260 очков торговли зимою раз в 3 дня. Шкуры полярных медведей можно покупать с доски по 500 тысяч за штуку. При сдаче ценности Ржавому
ржавому все затраты окупаются. Но помимо этих ценностей, ты можешь еще ежедневно кататься по островам и лутать дополнительные ценности для сдачи их ржавому. Он также охотно платит за них и дает очки торговли. Только вот общее количество в день будет выходить всегда по-разному. Это уж как повезет, что ты там найдешь на островах. Накопив таким образом 10 тысяч очков торговли у Зимовья, отправляйся к Борису. Сидит он в квадрате B21 в домике. Покупай у него 10 утепленных кожаных перчаток и неси плевку на Южный остров. Сдаешь их и получаешь 10 тысяч очков торговли к конторе плевка. На эти очки торговли покупаю плевка М16А2. Затем эту М-ку неси жнецу, продавай за очки торговли, он даст за нее 12 500 очков торговли. На эти очки торговли ты сможешь купить 62 набора старых инструментов. Относишь эти инструменты на гурман или радиовышку и продаешь по 500 или 550 тысяч за штуку. Этот способ выгоден тем, что шкуры, купленные с доски, сами себя окупают при обмене их на ценности. Плюс ты и сам можешь ежедневно бегать по островам и дополнительно искать ценности для сдачи их ржавому, тем самым ускорив процесс зарабатывания очков торговли. За один оборот М16А2 и закупку наборов старых инструментов ты затратишь примерно 21 миллион 600 тысяч. Но эта сумма не точна. Затраты могут и будут еще меньше, так как за находки на острове ржавый дает не только очки торговли, но и платит рублисы. Я буду считать грубо и по максимуму. Если ты продаешь купленные 62 набора по 500 тысяч, то получаешь 31 миллион на выходе. Вычитаем затраты и чистая прибыль получается 9 миллионов 400 тысяч. И это минимум. Если ты умудришься продать наборы по 550 тысяч, то получится вообще 12,5 миллионов чистой прибыли. Это, наверное, один из самых выгодных способов, но он очень время затратный. Только представь, если бегать и обменивать ценности только у Петра, то тебе на все про все потребуется целых 114 дней без пропусков. Это почти 4 месяца, просто вдумайся, какой это промежуток времени. Конечно, ежедневные поиски по островам ускорят процесс добывания очков торговли, но все равно я не думаю, что это будет слишком быстро. Как хорошая подработка на долгосрочную перспективу, очевидно, что да, но на ежедневный фарм, скорее всего, нет. Ведь за такое огромнейшее количество времени можно сфармить куда больше, чем этим способом. Благодарю тебя за просмотр. Обязательно подпишись на канал и напиши комментарий, что ты думаешь насчет этого фарма. Стоит он затраченного времени и ресурсов или все-таки нет? И увидимся в зоне, брат Сталкер. Иди, не мозоль глаза.